Всем привет! Я хочу сегодня разобраться вместе с вами, какие же характеристики подойдут для Terraria 1.3. Давайте рассмотрим некоторые модели устройств, и я вам буду кратко все объяснять. Для минимальных настроек нам необходимо 4 ядра, 1 гигабайт оперативной памяти, а также Android 4.4. Ребят, кто помнит KitKat, ставьте лайк. Тогда, друзья, давно почти у всех были root права с этим KitKat'ом, но сейчас компания Google выкупила эту платформу Android и начала выпускать свои 5, Android 5, 6, 7 и т.д. Вот, а раньше, ребят, все ходили с root правами, все было окей, сейчас все изменилось. Да, времена идут. Друзья, если я что-то сказал неправильно или вам что-то не понравилось, то пишите в комментариях. И все, ребят, с вами разберем, кто прав, кто не прав. Не надо сразу ставить дизлайк и писать плохие комментарии. Давайте, ребята, будем адекватные. Ну все, мы можем переходить к характеристикам наших устройств для Terraria 1.3. Так, как я и сказал, нам необходимо Android 4, 1 гигабайт оперативной памяти и 4-ядерный процессор. Давайте посмотрим, какие устройства нам подходят. Итак, вот они, наши глубины прошлого. Это у нас Xiaomi Redmi Go. Он как раз подходит по данным характеристикам. У него 1 гигабайт оперативной памяти, 4 ядра. Android у него, правда, выше, но это не важно уже. Это нам, кстати, прирост не даст огромный. Вот, он подходит, а также, ребят, подходят другие устройства, которые я сейчас быстренько перечислю. Samsung S7, Samsung Win Pro, Huawei Honor 4, всякие подобного рода Alcatel, их было очень много, никогда их не любил. Напомню, что это минимальные настройки. Fly FS529, Dexp Ixion ML245. Так, ребят, давайте теперь перейдем к айфону. С этим мы закончим, потому что минимальные настройки я перечислять так долго не могу. Вот, это очень много времени занимает. Искать, подбирать, так что поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот. Так, El Primo. Давайте мы его загасим сейчас. Минимальный iPhone для Terraria 1.3 будет iPhone 5s. Давайте теперь перейдем к рекомендуемым параметрам. Кстати, друзья, минимальные настройки это для тех, кто будет играть в маленьком мире. Если вы хотите играть в большом мире, то вам понадобятся другие устройства, о которых сейчас я вам буду рассказывать и перечислять. Рекомендуемые настройки недалеко ушли от минимальных. Для рекомендуемых, ребята, нам нужно 1,5 гигабайт оперативной памяти, 1,5, и также 4-ядерный процессор и минимально KitKat 4.4, ну Android 4.4. Если посмотреть по минимальным телефонам для рекомендуемых настроек, у Honor 7A, друзья, 4-ядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти. Да, ребят, оперативной памяти чуть больше, чем 1,5, но почему-то у него 4-ядерный процессор. У его братьев там 6А, 8А, 8-ядерный процессор, а вот у него почему-то 4-ядерный. Не знаю, с чего так получилось у разработчиков. Ну, раз так есть, значит так и есть. Для рекомендуемых настроек подойдет любой телефон, так как практически у всех, я думаю, у вас 8-ядерный процессор, как минимум 2 гигабайта оперативки. Ну, там, может, 3-4 даже. Вот у меня 10 Lite Honor, у него 8 ядер, 3 гигабайта оперативной памяти. До этого у меня был, кстати, 7X, я его потерял. У него оперативки побольше было. Вот. Я думаю, у вас у всех есть нормальные телефоны, 8-ядерные, так что у вас у всех подтянет рекомендуемые настройки. Так, друзья, давайте я немножко расскажу про iPhone. Вот, какой минимальный iPhone подойдет для рекомендуемых настроек. Минимальный iPhone для рекомендуемых настроек это iPhone 6s. У него, конечно, больше оперативной памяти, чем 1,5. У него 2 гигабайта. Ну, меньше айфона я не нашел, у кого есть 1,5. Если у кого-то есть 1,5 гигабайта у какого-то айфона, то можете написать мне. То есть 1 гигабайт с половиной. Ну, в общем-то,
Максимальных настроек в террарии нету, я такого не знаю, максимальных настроек. Поэтому, друзья, если вы хотите играть вообще без лагов, то вам нужно iPhone выше, чем 6s, либо Android 8-ядерный, и у которого хотя бы 2 гигабайта оперативной памяти. Я думаю, Android хотя бы с 8 ядерами у вас у всех есть. Ну, в общем-то и все. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Сейчас я поговорю о конкурсе, который у меня должен выйти, если вы перейдете по ссылочке и проголосуете за то, чтобы я начал проводить конкурс. Кто еще не знает, я хочу провести конкурс на стикеры. Набор платных стикеров. На первом месте самый дорогой набор анимированный. На втором месте, ребят, будет более дешевый набор. И на третьем будет просто подарок от ВК. Ну, не от ВК, от меня ВКонтакте. Вот, друзья, так что, чтобы я конкурс этот начал, вам надо перейти по ссылочке «Вопрос». Вы попадете в YouTube и проголосуйте за то, чтобы я начал этот конкурс. И тогда, ребят, я начну конкурс. Сейчас там 7 голосов всего. Я хочу, чтобы побольше набралось. И потом я сниму отдельный ролик в течение этого месяца о конкурсе. Если вас это заинтересовало, то можете подписаться на мой канал, если ты проходящий человек, вот, посмотрел мой ролик, нашел, ну, тебя просто интересовало системные характеристики, но на террарию, то просто перейди по ссылочке, проголосуй и подпишись на мой канал, чтобы не пропустить конкурс, а также новые ролики по террарии или каким-нибудь новым новостям. Еще можете активировать ваши колокольчики на моем канале, чтобы вам приходили уведомления. Мне тогда будет очень приятно. Также можете поделиться этим роликом с друзьями, кому-то рассказать о моем канале, вот, если вам ролик зашел. В общем-то, все, наверное, я все сказал. Я не знаю, буду, наверное, заканчивать. Давайте вы досмотрите, как я играю в эту игру. Бравл Старс. А я с вами прощаюсь. С вами был я. Кто я? Денис. В общем-то, всем пока. Удачки.